Ребят, всем привет! Вы на канале Клейменов Тур. Смотрите, какое замечательное место. Я сегодня выбрался на природу, в лес. Сейчас вам покажу это место, собственно, и поговорим с вами о том, что нужно делать для того, чтобы не заблудиться в лесу. Поехали! Ребят, нахожусь в этом лесу уже часов 5, наверное. Поэтому с вас лайк, подписка. Ну а мы продолжаем. Значит, как же не заблудиться в лесу? Как же не заблудиться вот в таких вот подобных местах? Ну, первое и самое элементарное. У каждого из вас, наверное, сейчас есть смартфон. Включаете интернет, если он, конечно, будет ловить, и смотрите свое местоположение по смартфону, по картам. Это самый простой вариант, который вообще может существовать, может иметь вообще место. Но зачастую в лесу, если вы находитесь особенно в каком-нибудь глухом лесу, далеко-далеко вообще от цивилизации, от города, вот примерно так, как я сейчас, то у вас может и не быть интернета. Смотрите, вот куда я здесь забрался. И как теперь отсюда выйти, не совсем понятно. Через эти все кусты пробираться. Так вот, какой способ же есть для того, чтобы все-таки не заблудиться в лесу? Ну, во-первых, стараться запоминать вообще свой маршрут. То есть вы же изначально как-то же пришли в этот лес, вы же изначально как-то дошли до какого-то определенного места, ну, например, вот сюда. То есть просто банально стараться запомнить свой маршрут. Так, ну здесь я, наверное, дальше не пройду. Смотрите, что здесь дальше. Дальше здесь я никак не пройду, поэтому мы поворачиваем и идем обратно. Ну, не хочу просто я там лезть через эти дебри. В общем, смотрите, друзья, в любом лесу, ну или практически в любом лесу, вы всегда можете найти тропинки. То есть это тоже самый такой вам стопроцентный способ, как же все-таки не заблудиться в лесу, как же все-таки выйти из леса. Мне этот способ вообще подсказал мой один очень хороший знакомый, который бывает в таких местах, ездит, путешествует. Поэтому способ вот такой на самом деле. То есть в любом лесу вы найдете тропинки. И вот та тропинка, которая будет наиболее утоптана, ну вы прям увидите, что это или какая-то колея будет, или какая-то такая очень хорошо утоптанная тропинка. Вы должны идти строго по этой тропинке, и она вас куда-нибудь да выведет. Если же тропинка какая-то
не очень хорошая, не очень хорошо протоптана, значит, скорее всего, она вас никуда не приведет. А тропинка, которая именно хорошо протоптана, выведет вас в какой-то населенный пункт. И уже с этого населенного пункта вы сможете, ну, будем так говорить, добраться до дома. Попросить помощи. Может, у вас там смартфон разрядился, может, у вас там еще что-то. То есть, ну, по крайней мере, обратиться к людям, выйти к людям и там уже дальше действовать по ситуации. Смотрите, куда я зашел, да, здесь реально вот такое место, где вот я пробираюсь, буквально иду как танк, пробираясь сквозь вот такие вот всякие ветки. Кстати, пробираться здесь нужно очень осторожно, потому что любая ветка нечаянно может попасть мне в глаз. И тогда это будет достаточно печально. Способ, который я вам только что рассказал, он достаточно простой. Друзья, что же я хочу вам донести до вас? Я вам хочу сказать самое главное, друзья мои. Не ходите одни вот в такие вот места, как я сейчас нахожусь, совершенно один, вот в таком вот лесу. Это может быть опасно для вас, для вашего здоровья, возможно, и для вашей жизни. Помните, друзья мои, что, находясь в подобных местах, вы должны, во-первых, обладать неким опытом посещения подобных мест, чтобы это никак не отразилось на вашей безопасности. А во-вторых, вы должны иметь с собой запасы воды, еды, возможно, теплой одежды, какие-то, будем так говорить, предметы, да, которые вам помогут развести костер, ну и так далее. То есть только вот с набором вот этих вот необходимых инструментов и только с определенными знаниями и с определенным опытом вы можете одни посещать данные места. Если у вас нет определенного опыта, определенных каких-то навыков, я вам не рекомендую посещать в одиночку такие места. Но со мной вы, кстати, можете их посещать. Вот уже более 5 лет я путешествую, открываю для себя и для других какие-то новые места. Бываю в всяких пещерах, лазаю по горам, являюсь достаточно опытным туристом, велотуристом, начинающим спелеологом. И вот недавно я решил открыть свой канал и подумал, почему бы мне не снимать об этом ролики, видео и не выкладывать их для вас, чтобы вы смотрели, узнавали о каких-то новых местах, путешествовали. И именно по этой причине, что я имею достаточно опыт для посещения подобных мест, я имею возможность посетить эти места в одиночку. Ну, конечно, стараюсь тоже посещать такие места с друзьями, ну, либо с кем-то. Это канал Клейменов Тур. Ставь лайк, подписывайся на канал. Вот здесь сейчас где-то появятся новые видео, переходи по ним, смотри их до конца, путешествуй и до новых встреч.